Итак, масло в моторе есть, а вот аккумулятор, походу, не то что был. Это что еще за приключение? Началось. Блин. Ну ладно, бустер у меня заряжен, но вот почему не запускается? Вопрос. Будем разбираться. Вторая попытка. Искра, что ли, опять? Вот это глупость. Надоело просто, уже надоело. Вчера же все нормально было. Что опять сегодня, блин? Отстой. Ой-ой-ой-ой. Кое-как запустилась эта хрень, не знаю. Походу нужно опять менять регулятор давления. Топливо, которое я снял со старого на новый. Сегодня этим займусь. А так, в принципе, запустилось кое-как. Отвратительно. Мне это нравится все меньше и меньше. Однако нужно убраться в тачке, махнуть регулятор, и, возможно, появится сегодня окошко для меня попасть на шиномонтаж. Отвратительно, блядь. Вы бы знали, как меня это калит. То одно, то другое. Может, я зажигание сбил, когда трамблер снимал? Блин. Ладно. Вылечим. Не проблема. Сейчас сходу с лету прыгаем в машину, запускаемся и едем. Прям уверен, что она сейчас запустится. Без проблем. Так. Так-сяк. Это шутка какая-то? Как мне это надоело, блин. Что опять не так? Со сменой катушки. А, зажигание может быть. Может быть зажигание, да. Ну почти. Да, порядок. Ну, в целом, да, он дымит в другую сторону. Вон, если по зеркалу посмотреть. Вроде появилось место переобуться, так что едем к Русу. А дальше посмотрим, что будем делать. Ёпарасоте, май уже, блин, практически. А у нас снег идет. Вот оно, жить на северо-западе. И вопрос, стоит ли резину переодевать, блин. Как раз вовремя снег пошел, четко. Что ж, потерпим еще немного эту зиму. Ну, вообще отвратительно. Это просто, ну, лучше не придумаешь, короче говоря, погодные условия. Едем, короче, прямиком в бурю отвозить колеса. Такое, конечно. Но в целом переобулся. В прошлый раз, когда я перебывался на зиму, колеса были полностью не отбалансированы. Я думал, что у меня с рулевым проблемы, потому что колбасит постоянно руль при движении. Оказалось, что нет. Нужно было просто отбалансировать колеса, и все. Сейчас еду, вообще кайфую на лете. У меня просто нет слов. Остались одни эмоции с тем же монтажом, с тем сервисом. Туда я больше не намерен ехать. Ну тогда. Вот такая вот у нас погода в Питере. Смотрите, сколько колес лежит. Я покупаю тут за деньги. Сейчас накроют тут все конкретно. Сегодня вечером в сервисе мероприятий я туда приглашу. Так что будем развлекаться как можем. Ну и в целом, да, посад уже завершен. Осталось только одно сделать. Но я не знаю, делать это или нет. Что могу сказать? Самое лучшее время переодевать резину. Огромная черная туча летит. В целом все хорошо, только тачку ведет немного влево, скорее всего, из-за того, что это колесо прям на аккорде, прям новое. Да, вот я выбрал время. Но лучше сейчас, чем потом ждать своей очереди. О, люк открыть, надо закрыть. Ждать своей очереди и так далее. Все. Passat, грубо говоря, готов для нормальной езды.
Ну вот эта шинка, то, что, блин, мне сделали зимнюю резину без балансировки, я реально думал, что у меня проблема с колесами. Ставим им лайк, в кавычках. Вот. Нужно ехать домой, готовиться к мероприятию на сервисе. Будет очень много знакомых лиц. И незнакомых тоже. Однако отдыхать нужно когда-то. И от пассата, и от сервисов. И сервисменам тоже нужно отдыхать. Так что кайфанем сегодня, да. Главное не задерживаться, потому что завтра работать. С утра пораньше вставать и работать. Хоть и выходной, как бы у всех нормальных людей, но удаленка такая удаленка, сами понимаете. На этом пока все. У нас остается только одна задача, я не знаю, буду ли я ее решать. Возможно, нет. Так и продам. Не за те деньги, которые хочу, но продам. Нужно досчитать цифры. По пассату там, блин, такое выходит, конечно. Некрасивое. Как по мне, некрасивое. Но это нужно было сделать, если бы я еще знал, что за система DigiFund, и знал бы прочие проблемы, я бы, наверное, меньше денег потратил. Однако у меня остался один генератор на продажу. За 5000 он идет. Ближе, наверное, к зимнему сезону. Он транспортера, а они дорогие, 90 ампер. Вот, а еще написал мне отзыв на Авито человек, который у меня забирал резину от Renault с дисками. Написал то, что ему типа не подошло, и я во всем виноват, одну мне звезду поставил. Тут вопрос такой. У меня были все указанные размеры. Сфоткан диск с размерами, штангенциркулем промерен ЦО. Я в этом своей вины вообще не вижу. А вот человек, который мне эту херню написал, он человек на букву М, скажем так. Вот, заканчиваем, едем домой. Потому что реально сейчас метель начнется на летней резине. Ну, как бы пофиг, асфальт плюс-минус прогретый, но, сами понимаете, не хочется еще из деревни выбираться. Короче, едем домой. Но сначала в магазин. За подарком. Да, конечно. Вот тебе и май, блин. С такими приколами, блин. Отвратительно. Отвратительно жить на северо-западе. Там вообще какая-то... Класс. Но мы здесь, и мы здесь живем. Удачи всем, кто севернее нас. Там до сих пор зима. Общался тут с петрозаводскими господами. Говорит, ну что, у нас зима до сих пор. Все, понеслась. Едем, кайфуем. Переодел резину, называется. Ну, вообще мрак. Даже птица он летать нормально не может. Приехали, блин. Вообще какой-то ад начался адовый. Ни хрена себе. Вот это прикол. Район там вообще весь в снегу, походу. Когда лето? Когда лето? Хочется спросить. Никому не нравится эта погода. А уж мне-то тем более. Ну, это называется переобул резину, там помыл машину, вся вот эта вот история. Просто жесть. Ай. Не, ну красиво, спорить не буду. Лучше бы в декабре такая история была. А то мы тут с декабрем, с этим межсезоньем, в сырой погоде, конечно, офигели. У нас как-то вот так все. Снегу слегка привалило. Самую малость. Сколько дней стояло? 5, наверное. Сейчас посмотрим, как оно вообще. Так, ладно, аккумулятор у нас есть, но запуск плохой. Я думаю, что нужно обратно вернуть 30-е реле, потому что я в панике тогда поменял новое на старое. Сейчас махну, и она заведется прямо вот так. Ну или зажигание, одно из двух. Либо что-нибудь еще, я не знаю, может заслонка. Короче, меняем пока что реле. Попытка номер 2. Вторая попытка не то чтобы хороша. Бустер, короче, нам нужен бустер. Так, бустер интегрирован. Есть проблема с тем, что текут хомуты с топливной рампы, которую нужно как-то
Короче, там нужно что-то решать. Наверное, на герметик посажу, но тем не менее. Это шутка какая-то, что ли? Не хочет. А что не хочет? О, захотел. Жуткая картина. Очень жуткая картина. Я не понимаю, что происходит с машиной, но будем разбираться, что делать. Ёпарасоте. Что ж, этот день должен был начаться вчера, но он начинается сегодня. Вчера было слишком дофига дела обязанностей. Я ничего не успел. Но сегодня нужно это сделать, пока у нас солнечный погожий денек. Ну-ка, давай с полоборота. Ну, почти. А, просто с другой стороны я разобрался, в чем дело. Почему у меня проблема с запуском была. Топливная рампа. Короче, в топливной системе не было давления. Из-за того, что шланг на рампу, на саму, с форсунками, он пропускал немного топлива, и, соответственно, при стоянке долго он его обратно возвращал. Поэтому я поставил на оригинальный хомут, все сделал качественно. Не должно быть такой проблемы. А сегодня мы будем творить дичь, которую должен был творить вчера, но будем делать это сегодня. И еще кое-что. Для начала снял заднюю крышку с фары. Как видите, она запотевает, и там уже зеркало начинает превращаться черт знает во что. Точно не знаю пока причину, но когда снимал заднюю крышку в прошлый раз, ну, во-первых, она была вся сырая, во-вторых, резинка вот эта вот была замята. Я ее полил жидким ключом, перевернул, но, видимо, этого недостаточно. Возможно, запотевает фара из-за резинки. Это будем выяснять по ходу движения. Нужно сначала просушить, а потом уже посмотрим. Далее нужно разобраться вот в этом бардаке, выкинуть что ненужное и оставить то, что нужное. Сзади там тоже нужно прибраться. И далее нас ждет супер интересное приключение. Это автошампунь, это сухая мойка. Нужно будет взять губку, разбодяжить все это, оттереть подобные места от грязи и вот этой вот ржавчины. Оно оттирается после зимы, отколупать все, что здесь отколупывается, и подкрасить по максимуму. Так что сейчас рили будем творить дичь. Ну, ручки, благо, выкручиваются, это не проблема. Типа вот такие вот места нужно оттереть, чтобы хотя бы вид имело какой-то. Ну и подкрасить. Вот, с той стороны вообще мрак. Местами. Нужно это убрать. Хотя бы покрыть визуально слоем краски, чтобы не так сильно бросалось в глаза, хотя бы для меня, понимаете? Это вот тоже все нужно отколупать. Сейчас корчеточкой пройдем. Там где-то обезжириватель лежит. Вот его нужно найти и как раз здесь все сложить по своим местам. Что не нужно забрать домой. Что делать с центральным замком, я, блин, пока не знаю. Слишком дорого все это стоит. Также выкинуть какую-то часть. Запаковать все обратно. Сигналка в помойку пойдет, остатки ненужные. Вот, в целом, чисто увеселительное мероприятие. Пока погода позволяет. У нас солнышко сегодня. А потом начнется. Вот это было бы неплохо подкрасить. Но я взял газеты, скотч. Вот эту вот часть тоже нужно что-то порешать. Я понимаю, что это типа, ну, ненадолго, на месяца два. А мне больше-то и не надо. Вот эти, конечно, места, блин, срань. Вот. Что разбодяживаем шампунь, размазываем грязь, обезжириваем и красим. Пока такие вот планы. Больше ничем я заниматься на сегодня не хочу. Да и нечем особо заниматься, кроме мотора. Следуем согласно плану. Ну что же, затея более чем глупая. В некоторые места лучше бы и не лез. Тут все
Двери кончились, и прикол. Вот там вот проглядывается родной цвет дверей. Кто-то кисточкой, каким-то говном намазал поверх, блин, краски. Так что этот ремонт... Блин, здесь не подсох еще растворитель. Этот ремонт как будто бы и более нормальный у меня, нежели вот здесь. Короче, беда. Но выглядеть это будет лучше, чем, я думаю, чем было до этого. Ну или оно хотя бы растворяться не будет в небытие. По-другому я не вижу смысла как бы этим заниматься. Так что можете кидать в меня разными тряпками. Ну, потекло, да пофиг, в принципе. Но больше я ничего здесь сделать не смогу, от слова совсем. Главное, чтобы баллона хватит. Да, можно и это. Все, сейчас покрасим кузовная. Проблема здесь глобальнее, чем можно придумать и подумать. Вот здесь тоже залез, блин, дыра. Ну, мы сейчас это все... Блин, здесь не обезжириватель, походу. Здесь что-то еще. Короче, мы сейчас это все высушим. Обезжириватель еще раз обезжиривателем пройдем и будем закрашивать. Так что малярка на коленках. Все как мы любим. Ну, это боль. Это боль. Ну, дверь еще не открывается. Прекрасно. Ладно, фиг с ним. Открою с другой стороны. Ну, вы понимаете, да, о чем речь идет. Это все более чем бессмысленно. Но хотя бы плюс-минус будет похоже на правду. Жопень. Ожидаемо получилась какая-то херня. Но тут ничего больше не поделаешь, кроме как вот такого вот а-ля папье-маше. Все здесь хреново. Но когда еще машина будет чистая, будет более-менее понятно. Но в целом, ну, все. Мои полномочия на этом все. Сейчас ту сторону быстренько сделаю также. И еще нужно будет, кстати, протереть люк от пыли. Я сейчас его открыл, поехал. Все в глаза. Весь песок зимний в глаза. Так что... Ну, лучше не сделаешь. Ничего не знаю. Страшный сон маляра наяву, блин. Малярка на парковке. Изи. Короче, чисто перекупский покрас на отлюбись. Тут реально, тут, ну, лучше просто не будет. Просто лучше не будет. Еще момент по люку. Он весь усратый. Не знаю, чистый ли канал. Я вот сейчас протер, можно видеть. Усрат в каком-то грязном масле. Сейчас нужно будет это тоже все с растворителем оттереть. Но по факту его нужно снимать потолок и вычищать полностью. Единственное, что радует, так это он работает. Это плюс. Остальное сплошные минусы. Короче, с кузовом закончил. Сейчас там-сям еще подкрашу. Моменты есть. Вот типа вот это забыл. То все, 5-е, 10-е. Тут тоже дыра образовалась. Вот там я не хочу вообще ничего скрывать. Там 100% дыра сквозная вот такая. Ее скотчем не закрыть. Позакрывал те моменты, которые... Блин, это вообще некрасиво. Которые выползут с первым дождем. Но они выползут, но хоть получше будет. Ковыряем дальше, в общем. Свет. Только что упала камера из рук и, грубо говоря, прямо на объектив. Защитная еболда помогла. Прям разлетелась, так разлетелась. Короче, перекупский покрас. Булочка, тачку вымыть и вообще ничего видно не будет. Жига что там пердит. Ну, типа прибрался. Вот, все по красоте. А? Кайфы? Кайфы. Так, люк замазан у нас смазкой для суппортов. Что там, что здесь. Прозрачная кончилась очень быстро. Взял белую. Так сказали делать сервисмены. Насколько правильно, не знаю. Лишнее мы потом... Да как ты утомил, едь уже куда-нибудь отсюда. Мы потом лишнее уберем. Далее, начали скрепить тяги дворников. Сейчас возьмем немного витаминок, все это дело смажем. Благо, оно отщелкивается. Просто тянем на себя и отщелкиваем, изи. Ту я подмазал, она самая такая, в приятном углу, как говорится. Там еще есть, вон там, но типа меня это меньше всего волнует. Скорее всего, какая-то из этих скрипит. Потому что здесь должен стоять пластик. Как вы видите, пластика здесь отродясь не было.
С моего отродясь, скажем так. Вот, неплохо было бы все почистить, а так все, закончил, даже он крышу как-то сделал, но, естественно, не панацея. Ну и в машине плюс-минус чисто. Слишком много обуви. Надо будет не забыть обратно поставить крышку, потому что ночью у нас обещают быть дожди. Очень хочется верить, что с камерой все хорошо, потому что она упала так конкретно с 1,5-метровой высоты, а Sony AS300, как мы знаем, очень, очень нежные камеры. В принципе, все. Кстати, масложор, он как бы есть, но не такой критичный, потому что я подливал масло, не знаю, видно будет, сейчас не видно. Давно стою, я подливал масло, и его больше половины. А это значит, что он особо много не ест, просто дымит. Надо на нем, наверное, чаще ездить. Я-то езжу не то чтобы часто. И прогонять все это дело. Но в любом случае маслосъемным колпачкам не то чтобы хорошо, потому что он уже дымит на постоянку. Давит выхлоп третьего цилиндра. Там видно по шпилькам коллектора. Ну и первый цилиндр у нас всегда мокрый. Очень хочется верить, что это маслосъемные колпачки. В принципе, с ними можно справиться. Не за 10 тысяч рублей, а гораздо дешевле. И может быть да, может быть нет, не знаю. Но в любом случае я уже присматриваю машину поинтересней. С моей точки зрения, возможно, будет еще какая-то перекупская движуха, потому что есть варианты, которые прям продают очень дешево, и они не то чтобы они выгодные, но хотелось бы их потрогать. Об этом, естественно, попозже. А сейчас вот эта вот прекрасная история. Да, жалко, конечно, штуку от камеры. Очень жалко. 1000 рублей. Ай-яй-яй, 1000 рублей. Как так? Ну ладно, это всяко лучше, чем разбитая камера за оверпрайс. Потому что к нам такие не поставляют и так далее. Короче, заказываем другую штуковину. Она стоила там... Да, она ничего не стоит, в принципе. Все. Смотрите, как весело осыпался кузов. Ну, это фигня. Короче, после всего этого прекрасного дела мы с вами сейчас просто запустимся и поедем. Куда крутить-то? В другую сторону. О, задымил, блин. Все, ГУР нас покинул, походу. На холодную вообще плохо работает. Так. Поехали смотреть. Ну, пободрее. Да, пободрее. Значит, нужно прикупить смазки. Вообще неплохо было бы реально скинуть потолок. Скинуть потолок во всех положениях. Взять какой-нибудь растворитель-разжижитель и очистить все это дело. И переклеить потолок. Ну типа ни тем, ни этим я заниматься не хочу. Как будто бы. Все. Тачка чистая, покрашенная. Можно выставлять на продажу. Шучу, пока что нет. Пока что наслаждаемся. Кайфуем от этого прекрасного автомобиля. Пахнет с улицы не очень. Сапсан. Да, вот такой вот денек. Следите за кузовом, чтобы не было таких проблем. Да и за общим состоянием машины в целом-то. Потому что доводить до такого такое. Как сказал. Что у нас с подворником? Ну все, перестали скрипеть, и это хорошо. Я туда немножко шампуня налил, который оставался, там его не то чтобы много, но что-то... Это была опрометчивая идея, конечно. Будет чище стекло. Все, задолбался. Ничего толком не сделал, руки, блин, в краске. Реально, остается только мотор, реально. Ну и что-то стучит в переднем правом колесе, скорее всего, опорный подшипник, все. Осталось то, осталось все, и как будто бы ничего не осталось одновременно. Потому что мотор лезть, сами понимаете, не хочу. Я об этом уже 1000 раз говорил, наныл, и все равно буду ныть. Не хочу. Потому что я боюсь увидеть там очень страшное. Очень страшное. Ну-ка, тихо. Сделал кружочек по району. Все-таки это машина, блин. И причем кайфовая. Не эталон, не идеал, но кайфовая. Даже в нынешнем состоянии. С этим опорником, блин, сраным. Это очень кайфовая машина, я вам могу сказать. Так, все, сцепление, не сцепление. Да, но жрет оно, блин, слишком дофига. Сейчас типа покатался, 12 литров на сотню.
Но мы все знаем, что гораздо больше. Даже расставаться как-то не хочется, если честно. Тачка классная, мне нравится. Но в любом случае нужно стремиться к лучшему, идти дальше и так далее. Единственное, что меня калит, блин, это вонь масла в салоне. Масло с выхлопом. Вопрос, конечно, к прокладке, боже мой, выпускного коллектора, который к мотору прилегает. Его там, я уверен, что никто никогда не откручивал. Ну, может, лет 10 назад 20 откручивали, но не сейчас. Я заглянул туда, во-первых, на крышке клапанной нет одного болта со стороны мотора, нужно будет подобрать в ближайшем будущем хоть что-то. А во-вторых, вопрос к самой прокладке. Короче, решим, что будем делать. Дальше больше. Увидимся, когда увидимся.